Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить итальянскую фокаччу на закваске Lievito Madre. Но я вам предлагаю провести небольшой эксперимент. Мы приготовим из одного и того же теста два варианта фокаччи. Она будет отличаться по внешнему виду, по своей структуре, по вкусу они обе будут потрясающе вкусными, все как обычно, но есть свои нюансы. Поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Я использую закваску Lievito Madre. Как обычно, ее нужно достать из холодильника, подкормить, подождать 3-4 часа до максимальной активизации. И дальше активную закваску в количестве 130 грамм мы будем использовать для нашего теста для фокаччи. Выкладываем закваску в чашу и добавляем в последующем 300 мл воды комнатной температуры. Добавляем 1 чайную ложку сахара и эмульгируем закваску с водой, растворяем закваску в воде. Закваска Lievito Madre, она 50% гидратации, а это значит, что она сама по себе плотная. Это плотное тесто, поэтому растворяться она будет не полностью. Там будут оставаться вот такие кусочки. Но нам нужно постараться максимально сэмульгировать ее. Закваску я достаточно размешала с водой, теперь я добавляю первую порцию муки. Это 250 грамм муки Манитоба с повышенным содержанием белка. Хорошо вымешиваю, получится жидкое тесто. Можно использовать вот такие движения, насыщая тесто кислородом. Далее я оставляю это тесто на 5-10 минут постоять при комнатной температуре, потому что я буду заводить второе такое же тесто по точно такому же принципу и точно такому же рецепту, потому что я вам хочу показать два вида фокаччи. Итак, мы повторяем все то же самое. Мы берем 130 грамм закваски, 300 мл воды, добавляем 1 чайную ложку сахара и хорошо перемешиваем закваску, эмульгируем с водой. Далее добавляем 250 грамм муки Манитоба. Итак, 10 минут прошло, теперь я добавляю 2 чайные ложки соли и хорошо перемешиваю тесто. Теперь я добавляю оставшуюся муку, это 250 грамм уже просто пшеничной муки. Как вы видите, эту муку я уже добавляю порционно, чтобы было легче замешивать тесто. Если вы почувствуете, что воды недостаточно, вы можете смачивать руку в приготовленной воде в емкости и продолжать замешивание теста. Тесто должно быть однородным и эластичным. Это основной замес теста, поэтому уделите ему особенное внимание. Также вы можете вымешивать на рабочей поверхности. Выбирайте способ, который вам нравится. Нам нужно добиться обязательно эластичной структуры теста, поэтому периодически смачивайте руки в воде.
Процесс замешивания теста займет у вас примерно 5-7 минут. Тесто поменяет свою структуру, будет мягкое и эластичное. Далее перекладываем в чашу, добавляем 2 столовых ложки оливкового масла и хорошо перемешиваем тесто с оливковым маслом. Далее еще 1 минуту вымешиваем на рабочей поверхности, и тесто приобретет окончательную структуру. Тесто готово, перекладываем его в чашу, вновь поливаем небольшим количеством оливкового масла, только для того, чтобы смазать тесто. Смазываем его со всех сторон. Далее емкость накрываем крышкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре. А я в свою очередь продолжу работу со вторым кусочком теста. Я повторяю все те же самые процессы. Я добавила соль, далее добавила муку. Это видео будет убыстренное. И вот уже готовое тесто. Выкладываю в миску, накрываю крышкой и также оставляю на 30 минут при комнатной температуре. 30 минут прошло, делаю первые складывания. Как обычно, вытягиваю с одного края и перекладываю на противоположный. И вот так мы делаем по всей поверхности теста. Закрываем вновь крышкой и оставляем на 30 минут. Со вторым кусочком теста я проделаю все то же самое. Вытягиваю один край, переношу на противоположный и далее вновь закрываю крышкой и оставляю на 30 минут при комнатной температуре. Тридцать минут прошло, делаю вторые складывания. Таких складываний мы будем делать 4 раза через каждые 30 минут. С этим кусочком теста все повторяю то же самое. Вновь прошло 30 минут, теперь я делаю третье складывание. Видите, как структура теста уже меняется. Со вторым кусочком я проделаю все то же самое. И вновь оставляем на 30 минут при комнатной температуре до следующих складываний. 30 минут прошло, посмотрите, какое объемное тесто стало. Делаем последнее складывание. Теперь у нас начинается эксперимент. Это тесто я накрою крышкой и оставлю при комнатной температуре на всю ночь. Посмотрим с утра, как оно будет выглядеть. А это тесто я делаю последнее складывание. И далее я его переложу в небольшую емкость, накрою его пленкой и оставлю на всю ночь в холодильнике. На следующий день с утра мы сравним, какая будет разница при холодной и теплой ферментации теста. Итак, ночь прошла. С утра наше тесто выглядит вот так. Это то, которое находилось в холодильнике. И, внимание, это то, которое находилось при комнатной температуре. Посмотрите, насколько различается объем одного и того же количества теста. Представляете? Из этого теста мы испечем сейчас фокаччу, а из теста, которое было в холодильнике, мы продолжим эксперимент. Оставим его еще на одну ночь и испечем фокаччу завтра. Посмотрим на результат. Итак, теперь нам нужно сформовать нашу фокаччу. Для этого застилаем противень пекарной бумагой и посыпаем его семолой. Конечно, мы можем присыпать просто пшеничной мукой, но так как мы готовим по традиционному итальянскому рецепту, поэтому я использую семолу. Выкладываем тесто.
Присыпаем сверху также семолой. И выравниваем тесто по поверхности противня. Делайте это аккуратно и нежно, чтобы не повредить внутреннюю структуру теста. Еще немного сверху посыпаю семолой. Мы завершили формовку фокаччи. Теперь мы ее накрываем полотенцем и отправляем в духовку. На дно духовки нам нужно будет поставить миску с водой и оставляем ее в таком виде на 2,5-3 часа растаиваться. 2,5 часа прошло. Посмотрите, как наша фокачча увеличилась в объеме. Теперь мы поливаем ее оливковым маслом и делаем вот такой небольшой массаж, если так можно сказать, для нашей фокаччи. Я буду готовить самый классический вариант фокаччи с розмарином и крупной морской солью. Выкладываем розмарин. Оливкового масла много не бывает. Я решила еще добавить совсем чуть-чуть из масла спрея. Далее добавляем морскую соль. И я буду отправлять в предварительно разогретую духовку на 250 градусов на 15 минут. Первые 15 минут выпекаем на нижнем уровне духовки, далее плюс 10 минут выпекаем на среднем уровне духовки. Только посмотрите, какая красивая фокачча у нас получилась. Аромат! Это у нас первый вид фокаччи. Результат очень хороший. Корочка у нее получилась хрустящая, внутри она мягкая и пористая. Очень вкусная фокачча. А теперь давайте посмотрим результат второго вида фокаччи. Посмотрите, насколько увеличилось тесто. Она простояла у нас в холодильнике 2 дня. Если сравнить, то вчера тесто было вот такое. Практически еще в 2 раза оно увеличилось. Представляете? Теперь мы выполняем все те же действия, что и с первой фокаччей. Посыпаем семолой. Выкладываем тесто и разравниваем его по форме. Если сравнивать это тесто с предыдущим тестом, которое мы оставляли при комнатной температуре на ночь, то оно имеет более плотную структуру, и оно все-таки холодное. Мы его только вытащили из холодильника. Тем не менее, внутри скопилось большое количество газов. Посмотрите, какие пузырьки. Даже после разравнивания они есть внутри. Это очень здорово. Далее я накрываю пленкой и оставляю при комнатной температуре на 2,5-3 часа. Итак, 2,5 часа прошло. Посмотрите, какое объемное стало тесто. Оно согрелось и увеличилось в объеме. Поливаем оливковым маслом экстра virgin. Я аккуратно смазываю поверхность теста, чтобы не нарушить внутренние пузырьки. Далее я посыпаю орегано. Эту фокаччу я решила сделать с вялеными помидорами.
Также можно использовать, и даже, наверное, лучше использовать свежие помидорки небольшого размера, допустим, помидоры черри, разрезанные напополам. Потому что, к сожалению, вяленые помидоры, они все-таки успеют немножко подгореть. И также я добавлю оливок. Если вы любите, добавляйте тоже. Конечно, сверху посыпаю крупной морской солью обязательно. И далее мы будем выпекать так же, как в первый раз. В предварительно разогретой духовке до 250 градусов. Сначала на нижнем уровне духовки 15 минут, затем 10 минут на среднем уровне духовки. Вот такая фокачча у нас получилась после выпекания. Она очень объемная и да, она отличается все-таки по своему виду от первой фокаччи. Ну, скоро мы попробуем ее на вкус и на разрез, какая она будет. Очень красивая. У этой фокаччи корочка не такая хрустящая, как у первой, и сама она по структуре более мягкая. Посмотрите, какая она крупнопористая внутри. Немного другой результат, по-моему, тоже очень потрясающий. Я вам хочу напомнить, что вот такая у нас была первая фокачча. Она мелкопористая и с хрустящей корочкой. Эти два результата мне очень нравятся. Вам выбирать, какой вариант вам больше подходит. А если честно, мне кажется, можно комбинировать, и было бы здорово. Один день вы выпекаете первую фокаччу, а через 2 дня вы выпекаете еще одну, когда уже первая закончилась. Поэтому приятного вам аппетита, экспериментов и хорошего настроения. И до новых встреч!